На протяжении жизни я формировал все негативные отношения к войне, милитаризму и идеологически военным людям. Все эти призывы по типу «можем повторить», «после нас тишина» и прочие бравады этих ограниченных людей приводили меня к резким приступам мизантропии. И спасибо призыву в армию за то, что убедил меня в моей позиции еще сильнее. Я служил в ракетных войсках, и мы с ребятами охраняли ядерные бомбы, оружие судного дня. Мне лично приходилось укомплектовывать ракетные комплексы огнетушителей. И самое абсурдное, что при возгорании такой штуки огнетушитель вряд ли ему помог. Смешно и грустно. Это те чувства, которые удалось передать Кубрику в его сатирическом фильме про ядерную войну. Доктор Стрэнджлов, Oh How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Как я уже упоминал, 60-е были тяжелым временем для мира. Холодная война в разгаре. Вовсю идет конфликт во Вьетнаме, и 22 ноября 1963 года убивают Джона Кеннеди. На фоне этих событий кинорынок полнится военными картинами, в заголовках которых пишут «Основано на реальных событиях». Серьезные полуреалистичные военные драмы с упоминанием реальных исторических лидеров как бы еще больше накаляют атмосферу внутри стран. Люди подсознательно готовятся к концу света или Третьей мировой войне. И тут Кубрик выкатывает в прокат комедийную сатиру о ядерной войне, но не просто комедию, а комедию тонкую, с серьезным на первый взгляд лицом. В ней рассказывает ситуация с вышедшим из-под контроля поехавшим полковником, который отдает приказ бомбардировщикам Б-52 скинуть на основные города СССР атомные бомбы. Никто из правительства не может отменить вылет, так как код отмены знает только сам полковник. В военной комнате собирается совет министров во главе с президентом и решается вопрос, а что же делать? Позже выясняется, что у русских есть программа так называемой «машины судного дня», согласно которой любая атака на страну запускает немедленный автоматический ракетный удар по США. Напряжение поднимается до предела, а отважная команда бомбардировщика Б-52 летит к цели через все возможные преграды. Описывать весь сюжет я не вижу особого смысла, к тому же вам будет интереснее, если вы еще не смотрели. Впервые я увидел фильм в 2010 году и по сосничеству не до конца понял всю глубину юмора и иронии в картине. Например, мимо меня прошла вся эта тема про «все генералы мечтают о военном оргазме», упоминание множества фаллических символов и аллюзий на секс. Кубрик как бы говорит, что ядерная война – это стояк для всех мужчин в фильме. По Фрейду война есть любовь. И в начале картины нам показывают, как заправляются самолеты в воздухе. И это тоже похоже на секс. Какая-то трубка пытается попасть в резервуар, затем заполняет топливом баки. Визуально это почти технопорно. Кубрик смеется над тем, как все эти игры воинов выглядят нелепо. Например, в одной сцене генерал по имени Бык Браватсон дерется с советским послом, подобно школьникам на перемене. А президент подходит и говорит: «Gentlemen, you can fight it here, this is a war room!» Высмеиваются также почти все национальности. Российский политик в разговоре с президентом Америки пьяный на каком-то корпоративе. Но больше всего Кубрик прикалывается над самими пиндосами, выставляя их полными мудаками, самоуверенными, похотливыми и жующими жвачку. Основное действие картины проходит в 3 разных местах. На базе сумасшедшего полковника, который из-за импотенции решает уничтожить всех коммунистов, в воздухе в идентичной модели военного самолета Б-52 и в комнате подземного бункера, где и происходит основной ров. Мало кто знает, но есть отснятая, но полностью вырезанная Кубриком сцена, когда в зал переговоров привозят ужин из пирогов и все начинают друг в друга ими кидать. Начиная с Доктора Стрэнджа, Стэнли как бы обретает полностью свой киноязык. Он переходит к чистейшему черному юмору, который притягивал его с самого начала работы в кино. И далее он останется верен этому стилю. Однако столь мощный коктейль из сочного нонконформизма, мизантропической сатиры и непредсказуемого ужаса у него будет получаться нечасто. Из книги Джеймса Нермора «Кубрик». В фильме есть один женский образ – секретарша генерала Быка Бравсона, которая спит с ним и выглядит так, как военные мужчины представляют женщин. Тёлочки в бикини, читающие журналы. Что тоже говорит о многом. Когда доктор Стрэнджлов говорит, что конец света в итоге пойдет человечеству только на пользу, и выживших постигнет непреодолимое чувство размножения и энтузиазма восстановления нового мира, генерал Бык даже радуется предстоящим переменам. Ну и все в таком духе. Питер Селлерс тут играет сразу 3 роли и делает это просто потрясающе. Он играет президента, доктора и офицера связи на базе полковника, который пытается узнать код деактивации атаки. Везде Кубрик давал Селлерсу творческую свободу и возможность импровизации. В целом фильм просто шикарный. Он не похож ни на что из того, что вы видели. Тут мрачные полудокументальные съемки соседствуют с полными фарса комедийными кривляниями. И все это не скатывается в полный бред, как ни странно. Пересматривая ленту, я смеялся в полный голос несколько раз. Советую тем, кто считает, что мир, в котором мы живем, не полон абсурда. В свое время фильм сорвал огромную кассу. Хотя его здорово критиковали провластные силы, называя картину злоупотреблением свободы слова.
Автор идеи — сам щит. Текст читала Хижина.